Ничего, что вот на мне камера такая будет висеть, да, зато вот все будет видно. Будет видно, какой уголь. Ну, он еще не совсем седой, но ничего страшного, потому что сейчас-то мы будем пропаривать вот этот кебаб. А все знают, что там внутри. Кто не знает, то давайте поднимите руки, напишите мне в комментариях, кто не знает, что здесь внутри. Здесь внутри картошка тонкими ломтиками и переслоенная курдючным салом. Курдючное сало тоже тонкими ломтиками и посоленное. Вот эта картошка должна вот так постоять в фольге минут 15-20. И когда она уже станет мягкой, пропарится, она начнет выделять там сок, там жир расплавится и так далее. Когда она пропарится, мы снимем с нее фольгу, подрумяним, и это будет прелесть, шоколад, отменная закуска люля-кебаб. Я знаю, что мне сейчас напишут. Мне напишут: Сталик, мы этот рецепт давным-давно знаем, его весь YouTube готовит. Дело в том, что вот этот рецепт в этом виде, ребят, придумал я в 2008 году, после того, как совершил большое кулинарное путешествие по всему Азербайджану. В то время в Азербайджане вот этот кебаб готовили не так. Брали хорошую картошку, вот типа вот этой. Вот такая белая, хорошая азербайджанская картошка, очень вкусная. Ее нарезали тонкими ломтиками, насаживали на шампуры, без всякой фольги, без всякого курдюка, просто жарили на мангале. Снаружи было восхитительно вкусно, потому что картошка сама по себе очень вкусная. Внутри картошка оставалась несколько сыроватой. У меня возникла вот такая идея, что надо обернуть фольгой, дать пропариться картошке, во-первых, а во-вторых, добавить туда курдючное сало. Я это показал, теперь весь интернет это готовит, теперь все знают. Ну, что там сказать. Я ведь и люля-кебаб научил готовить хороший. Весь интернет. А вот чему я не научил? Я не научил делать люля-кебаб из картошки. А между тем, вот это традиционный, очень вкусный азербайджанский рецепт, который я вам сейчас хочу показать. Многие не понимают, говорят, зачем варить картошку в мундире, если вы потом будете делать из нее пюре. Я сейчас не пюре буду делать, я буду делать фарш для картофельного люля-кебаба. Но объясню, почему картошку лучше варить в мундире. Вы сварите картошку просто в воде, и вода станет крахмальной, да? И вода приобретет вкус картошки. Когда вы варите картошку в мундире, крахмал из нее практически не выходит. И вода, в которой варили картошку, остается водой. Во-первых, вкус на месте. Во-вторых, крахмал на месте. Крахмал – это то, что нам сегодня очень-очень понадобится. Ну вот есть где-то бабушкины толкушки. Есть где-то блендеры, при помощи которых наиболее отчаянные ложки готовят даже люля-кебаб. Если вы хотите приготовить картофельный люля-кебаб, ни блендер, ни бабушкина толкушка не подойдут, а подойдет именно мясорубка. Вот возможно, что это вам покажется удивительным, но именно мясорубка таким странным образом обрабатывает картошечку, что картошка потом клеится к шампуру, и ее можно пожарить на мангале. Ох, запахло вот из этой картошки. Пора перевернула, из нее сок бежит. Видите, сколько сока выпустила? Я хотел бы обратить ваше внимание, что решетка у мясорубки должна быть самой мелкой. Вот самая тонкая решетка. Не надо пропускать картофельный фарш дважды. Картошка сварена полностью, но не переварена. Вот это очень все важно. Иначе ничего не получится. Посмотрите, видите, как выходит картошка. Сорт картошки имеет значение. Признаться честно, в Узбекистане готовил, и у меня отлично получался вот этот люля-кебаб всегда. Попытался готовить это в Москве, и у меня ничего не получилось. У меня картошка падала с шампура точно так же, как у многих людей падает мясо с шампура. И картошечка выросла хорошая, но картошка эта, ребята, азербайджанская. Полностью готовая, но не переваренная, и она вот липнет к рукам. И все. Пойдемте дальше действовать. Вот мне здесь принесли картошку, чтобы показать вам,
Какая картошка не пошла? Мы вчера 3 сорта картошки на самом деле пробовали. Пытались подобрать ту, которая доступна для всех и хорошо подходит. Вот это очень вкусная картошка. Замечательная, но не подходит. Именно для люля-кебаба на мангале из картошки не подходит. Что еще необходимо добавить в люля-кебаб, если вы хотите приготовить хороший вкусный люля-кебаб? Ну вот, разумеется, курдючное сало. Видите, как мелко-мелко порезанное, такими крупинками. Здесь, я думаю, грамм 150 курдючного сала, этого достаточно. А картошки вышло сюда, ну, примерно 1,5 килограмма, не знаю, там. Сколько на очистке, сколько там внутри мясорубки осталось. Надо посолить. Без соли люля-кебаб вкусным не будет. Вот столько вполне достаточно. Еще для красоты и для хорошего вкуса в этот люля-кебаб добавляют куркуму. Сарыкёк, говорят по-азербайджански. Вот буквально чайной ложечки будет очень даже достаточно. Можно добавить черный перец. Черный перец хотя бы пол-столовой ложки. Человек, который учил меня готовить такой люля-кебаб, он был родом из Карабаха, в Ташкенте жил, беженец был, не добавлял куриные яйца. А точнее, не добавлял сюда вот куриный белок. Другой мой учитель из Азербайджана, Таир Амирасланов, сказал, что все добавляют. Ну хорошо, будем как все. Это считается типа, ну, немножко не спортивно, да, зачем ты белок добавил. Добавлю пока один белок и перемешаю фарш, посмотрю, каким он у нас получается. Я надел перчатку не потому, что боюсь каким-то образом испачкать фарш. Нет, вот сарыкёк, вот эта куркума, она въедается в кожу рук. Не хочу, чтобы потом у меня руки были желтыми. Пусть у них будет тот цвет, который мама и папа сделали. И надо иметь в виду, что картошку после отваривания, разумеется, следует остудить. Ну а теперь перемешать так, чтобы внутри картошки равномерно распределилось курдючное сало баранье, соль, чтобы перчик равномерно распределился. Ну и вот эта куркума, сарыкёк. Ну вот видите, такой хороший плотный фарш получается. Однако обязательно надо смачивать руку холодной водой. Зачем? Чтобы фарш прилипал к шампурам. К шампурам, а не к рукам. Многие говорят, для люля-кебаба надо только вот такие широкие шампуры, и вот это будет хорошо. Ну, отчасти, да, вот к этому плоскости шампура фарш прилипнуть может. Но сколько его может прилипнуть к фаршу? Вот смотрите, вот я леплю именно к шампуру. Раз и упал. То есть 2 движения. Он должен держаться не за счет того, что приклеился к металлу вот этого шампура. Он должен держаться за счет того, что придаем котлетке плоскую форму, и она будет держаться вот этими краями. Верхний слой за нижний. Нижний слой за верхний. Понятненько? Еще раз водой. Распределили равномерно, чуть-чуть расплющили, и все, и пусть стоит. Слепим все, поставим сразу на мангал. Одновременно мясной люля-кебаб, картофельный люля-кебаб. У нас будет полный стол еды. Неправильно кушать одно только мясо. Неправильно. Когда хотите подать на стол хороший шашлык, добавьте к шашлыку еще и какие-то гарниры. Это может быть зелень, разумеется. Помидоры можно испечь на мангале. Будет вкусно. Ну и вот картошка. Картошка и мясо идеально сочетаются друг с другом. Картошку в Азербайджане полюбили очень, несмотря на то, что она появилась в Азербайджане относительно недавно. Да? Но там 150-200 лет, как ее начали выращивать. Но ее полюбили очень-очень. Готовят с ней многие блюда, и она вытеснила многие традиционные продукты. Раньше в азербайджанские супы клали преимущественно каштаны. Ну, росли в Азербайджане каштаны, вот и готовили с каштанами. А теперь кладут преимущественно картошку. Картошка сколько хочешь растет. Картошка спасла от голода очень многие народы. Поэтому картошка – это такой заслуженный продукт. Среди песков и скал в пустыне верблюжья колючка и надписи на древних языках. О, путник! Среди безжизненных скал найдешь ты расщелину, в
Входи в нее смело. Там ждет прохлада. В глубине расщелины таинственный сад. В саду между скал, под сенью деревьев, найдешь бутылку зеленую и надпись «Тассай». Открывай ее смело. Вода в ней прекрасна. Утоли свою жажду. Напейся водой из предгорий Тяньшаня. Вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Люля-кебаб мы сделали за кадром, потому что есть на канале достаточное количество роликов про люля-кебаб. Ничего существенно нового я вам сказать не скажу, но поделюсь опытом. Вот сейчас, так получилось, что фарш согрелся. Хорошо бы, когда фарш для люля-кебаба прям прохладненький, градуса 4 температуры имеет, холодный фарш. Он за счет жира один к другому клеится. Потом жир начинает таять, да? Но к этому моменту белок, мясной белок должен свернуться, точно так же, как яичный белок. Сворачивается и становится был жидкий, а стал как яичница, либо вареное в яйце. Белый и твердый. Вот белок должен свернуться. Не хотите, чтобы упал, значит, надо поскорее это делать. Я оставил довольно сильный уголь. Напоминаю, что мангал у меня особый, термос, поэтому жар из него идет, дай боже, какой. Сейчас я быстренько заставлю отвердеть белок на поверхности люля-кебаба. И потом мы будем готовить все вместе. Эту картошку, это люля-кебаб тоже картофельный. Запах от мясного люля-кебаба будет украшать запах картофельного люля-кебаба. Картошечка тоже пропитается мясным запахом, хотя там курдюк есть. Что еще? Картошка сама по себе удивительно вкусный продукт. Видите, побелел, но еще чуть-чуть можно. Хотите усилить? Опахало в руки. Для того, чтобы подогнать к уголькам побольше кислорода. Пора переворачивать. Очень пора. А то нагреется, и вот обычно вот здесь, где-то с краю шампуров начинается он. Нагрелся, и вот так вот отслаивается, язык такой открыл, потек, бах, сидеть внизу. У тех, кто смотрит мои ролики, тем более подписан на канал, тем более поставил лайк, написал добрый комментарий. У тех, кто смотрит внимательно, не умничает, учится, такого никогда не случится. Даже если фарш теплый. Правда хорошо видно с этой камеры? Смотрите. О. Вот как я вижу, так и вы видите. Круто? Все для вас, мои дорогие. Я делаю все для того, чтобы вы улыбались. Я делаю все для того, чтобы ваша жизнь стала вкуснее. Видите, с боков еще розовенькая. Видите, чуточку зазевался. Один бачок подрумянился чуть сильнее, ничего страшного. Можно люля-кебаб отложить в сторонку, добавить сюда угля, так, чтобы хватило всему шашлыку, а не только люля-кебабу. Этот уголь перемешать, потому что с одной стороны разгорелся сильнее, с другой стороны слабее. Ну ничего страшного, перемешали и растянули его заново. И все будет хорошо. Добавил свежего уголька, чтобы помощнее был, потому что вот этот вот картофельный люля-кебаб тоже потребует достаточно мощного угля. Ух, жар конкретный. Поэтому растягиваем так, чтобы был правильный для шашлыка жар. Слишком жарко не надо, слишком горячо не надо. Крупные угли ломаем на такие, чтобы получились в среднем примерно размером с грецкий орех. Хорошо бы, чтобы уголь был покрыт пеплом, то есть седой. Давайте, с Богом. Вот насчет этого шашлыка волнуюсь. Насчет мясного нет, а насчет этого волнуюсь. Давно не готовил. Развернули из фольги. Надо было показывать, как разворачивать картошку из фольги. Надо было показывать или нет? Вот это надо поворачивать почаще. Еще чаще, чем мясной. Белка-то здесь немного, вот только яичный белок, да? Но есть картофельный крахмал. Картофельные котлеты готовили когда-нибудь?
Из картошки можно приготовить котлету. Вот точно так же. Вот из пюре берете и готовите. Получается очень вкусно. Много шашлыка, и теперь прям следи. Не зевай. Куда дымок? Отсюда. Это жир начал таять. Жир вот с этих вот. А вот видите, вот он начинает румяниться. И этот отлично румянится. О, как румянится. Не ждем, не дожидаемся, пока случится вот так. Но ничего страшного, мы просто теперь этот бок больше не будем жарить, да и все. И все получится так, как надо. Хорошенький. Пусть постоит. Ой, ты смотри. Не успеешь вот до 3 посчитать, он раз и покраснел. С чем это связано? Луковый сок. Лук начинает выделяться, и этот лук, это сахара, которые при нагревании краснеют. Ну, вот, делали же вы когда-то там петушок, сахарный сироп, карамели, да? Все это краснеет. Здесь слабее, здесь сильнее. Подмашем немножко. Может еще постоять. Отлично. Очень красиво получается. Мясной люля-кебаб быстрее приготовился. Понимаете? Надо перекладывать на блюдо. Смотрите какой. Сверхрумяный. Ничего. Щечки краснее будут у тех, кто поест такой люля-кебаб. 8 шампуров. Ровно по числу собравшихся едоков. Картошечка, смотрите какая. Ну не красота, а? Еще какая красота. О, картошку тоже можно снимать. Потому что этот картофельный люля-кебаб тоже уже вполне готов. Вот здесь пускай лежит один. Помидоры. Помидоры потом. Картошка сначала. То, что покушать можно. Смотрите какой. Не красавец разве? Еще какой красавец. Сегодня у нас правильное сочетание. Все как любят немцы, американцы. Мясо, картошка, картошка и мясо. Они к нам, было дело, приехали со своими гамбургерами. Говорят, вот у нас гамбургеры. Кушайте, не обляпайтесь, кетчупом поливайте. Ребята, кого вы хотели удивить своими этими гамбургерами? Смотрите, какой у нас люля-кебаб. Что вы можете противопоставить людям, которые даже из картошки умеют приготовить очень вкусный шашлык? А? Не шалите там. Не шалите. Готовьте вкусную еду. Готовьте то, что вам нравится. И говорите друг другу: ох, приятного вам аппетита! Самая недорогая среди моих 10 книг – книга, которая называется «Мангал». Но я думаю, что эта недорогая книга может оказаться самой полезной для очень многих любителей приготовления шашлыка и для тех, кто хочет научиться готовить вообще. Здесь рассказано только про шашлык, потому что я люблю шашлык с детства, и я уверен, что с этой книгой и вы полюбите шашлык точно так же, как люблю его я. И вы научитесь готовить шашлык точно так же, как готовлю его я. Потому что эта книга очень подробная. Здесь рассказано, где покупать уголь, каким должен быть уголь, что надо делать, чего нельзя делать у мангала, каким способом можно готовить тот либо иной шашлык. И здесь рассказано об инструментах, которые необходимы для приготовления шашлыка. Здесь рассказано о многочисленных экспериментах, экспериментах с маринадами. Здесь рассказано об экспериментах, когда солить мясо, до того или после того. И здесь рассказано о том, как получить мясо в его наилучшем виде. Например, вот такой шашлык. Отлично зажаренный снаружи, розовый и сочный внутри. И именно это идеал шашлыка.
Здесь есть шашлык из картошки, шашлык из рыбы, шашлык из бараньих язычков, шашлык из говядины, из телятины, из баранины, разумеется, из чего угодно, из курятины. Вот такие шашлычки, которые подобны колбаске. Но это не просто мясо, а внутри них начинены овощи. И очень вкусно получается. Вот шашлык, который имеет вкус долмы. Вы знаете, да, в виноградных листьях. Вот шашлык в виноградных листьях. Долма-кебаб, так я его и назвал. Но есть и базовые вещи, как, например, вот люля-кебаб. Знаете, это вообще самый вкусный шашлык, который только может существовать в мире. Здесь подробно рассказано о мангалах. Здесь подробно рассказано о том, как разводить уголь и когда, в каких случаях, какой уголь нужен под шашлыком. Поверьте, вот от всех этих мелочей и зависит в итоге вкус шашлыка. И вот эта книга вполне может изменить вашу жизнь. Эта книга продается исключительно в магазине stallich.ru. Ни в каких других интернет-магазинах, ни в каких маркетплейсах больше эта книга не продается. Зато вы ее получите как следует правильно упакованной. При желании на этой книге будет автограф. И если вы захотите купить несколько книг, то одну из книг магазин запросто может подарить и бесплатно. Обращайтесь на мой сайт, там все подробно расписано, подробно объяснено. Что-то непонятно? Звоните, вам помогут.